Всем привет, народ! И сегодня речь у нас пойдет о телеграм-боте тапалки Zoo, которая начала меня пугать и разочаровывать понемножку. И в чем же причина? Давайте я вам расскажу свои мысли, что я по поводу этого всего думаю. Но это единственное, что мое чисто субъективное мнение и мои чисто субъективные мысли, ни на чем они не основаны. И все, что я сейчас скажу, это просто мои догадки и мои умозаключения, не более. Что же вообще привело меня к таким мыслям, что меня начало разочаровывать в этой тапалке и почему я пришел вообще к таким выводам? Давайте переходить и смотреть. Во-первых, у них и чуть ли не еженедельно, а то и по 2 раза в неделю начали появляться новые и новые вольеры, которые приносят все больше и больше прибыли у нас, да. И что же у нас произошло с этими крупными тапалками? Допустим, тот же лев стоил... Прибыль в час у него была гораздо меньше, и тут ее резко увеличили, и все люди, у кого был лев, вольер со львом, им на баланс еще добавили дополнительно токенов, потому что увеличена была прибыль в час. Она не увеличилась у маленьких дешевых вольеров. И если мы с вами посмотрим, то у нас... Вольер со львом стоит на данный момент 3 миллиона корма. Если мы перейдем с вами за тот же тон и посмотрим, сколько нам надо потратить тонна, то это у нас 263 тонна. 263 тонна. На посредней цене в $5,5 это у нас $1500. $1500 стоит вольер со львом. Как вы думаете, вот мы с вами, кто обычные тапальщики этих тапалок, кто сюда вносит небольшие донаты, способны купить такой вольер? Нет, к сожалению, не способны. $1500 на один вольер потратить — это очень такая серьезная сумма. Кто может себе это позволить? Блогеры, инфлюенсеры, криптоинвесторы, то есть более-менее популярные люди. И если мы перейдем с вами в рейтинг игроков, то вот они все. То есть вот эти вот люди покупали этот вольер, и именно этим людям увеличили прибыль в час. К чему это вообще все приведет? Это мои личные мысли, что нас пытаются разделить по классам, поделив на 3 класса. Прошу не обижаться, если посчитаете, что я вас отнес к тому или иному классу, да. Но 3 класса у нас. Первый — это вот богатые инфлюенсеры, блогеры и инвесторы, криптоинвесторы. Богатая каста у нас. Средний класс — это мы с вами, кто там тапает, вносит там по 50, 100, 200, 300 там, долларов, там, вот такие вот суммы в тапалки, то есть приблизительно средний класс. И бедный класс у нас, кто заходит в тапалки просто так. Я не говорю, что если вы заходите в тапалки и не донатите, что вы бедный. Просто это каста в тапалках такая, да. Бедный человек, кто не приносит денег в тапалку, да, а просто бесплатно тапает. И нас пытаются тем самым разделить максимально на 3 этих класса. И эти 3 класса друг от друга отодвинуть по максимуму. То есть вот этим нашим богатому классу, элитному, увеличили прибыль в час максимально, и они от нас отодвинулись. То есть если мы посмотрим, допустим, можете полистать мои старые ролики, когда только тапалка Zoo была, у меня тут достаточно нормальная прибыль в час была, да, и я рассчитывал даже попасть в топ-300, то есть у меня там отставание было в 2 раза от 300-го места. То есть сейчас у меня 33 миллиона. А у 300-го места просто 700 миллионов. То есть в 20 раз разрыв у меня с 300-м местом. А до этого был всего лишь пополам. То есть я даже надеялся попасть в топ-300. Вот про что я говорю, нас разделили. Богатые люди у нас теперь подальше, и у них балансы в 20, 30, 100 раз больше, чем у любого из нас. Вот если мы посмотрим сейчас на топового игрока, да, у которого уже 10 миллиардов монет. То есть, по сути, у меня отставание от него в 300 раз. И наш средний класс. И есть люди, которые, грубо говоря, здесь собирали задания, сундучочки, да, и не вносили сюда донат, потихонечку строились. У них вообще там на балансе, по сути, наверное, ничего нет. И что же произойдет на листинге? Те, кто не вносил сюда донаты, просто бесплатно тапал. Им вот эти, раздадут нам токены, но просто цена токена будет такая, что они получат прям $1-2, мы как средний. Плюс-минус свое, может быть, чуть-чуть побольше. А элитный класс у нас получит большие деньги. Поэтому, так как токены у нас, мы столько токенов заработали, столько мы и получим на листинге, да, поэтому их начали специально отрывать от нас, чтобы у нас, грубо говоря, мы с вами не забрали основная наша аудитория,
аудитория большая вот этого среднего класса не забрали токены, а забрали вот эти вот блогеры-инфлюенсеры, которые, как мы, не будут их сливать там на листинги, да, а будут проводить с ними различные манипуляции, то есть продажи, покупки, да, там, и ждать пампа. Вот. Далее, почему я так думаю все-таки еще? Вот эти вот у нас максимально новые все задания, в которых стоит бешеных денег все эти вольеры. И чтобы их покупать, это нужно постоянно по 200-300 долларов. 200-300 долларов вносить, чтобы принимать в этом во всем участие. Плюс корм. Корм для этого и ввели. Корм ввели ежедневную кормежку, чтобы убрать вот этот бедный класс вообще из раздачи, чтобы они получили действительно копейки. Потому что если они не вносят донат, они не смогут кормить животных, у них не будут капать токены в час. Все, их сразу от нас отсеяли, отодвинули хотя бы от среднего класса. То есть у, грубо говоря, бесплатных тапальщиков, назовем их так, бесплатные тапальщики, их просто убрали с раздачи аирдропа. То есть они получат действительно копейки. Плюсом переходим дальше, увеличиваем нашу прибыль. И что мы видим? Есть у нас вкладка 7 дней, стоит 1 миллион, то есть по сути это около 500 баксов, да, около 500 баксов. Стоит в 500 раз, на 500% увеличить на 7 дней свою прибыль в час. То есть кто может себе позволить на недельку закинуть 500 баксов из нас, вот среднего, да, вот этой категории, 500 баксов просто так кинуть на вот это вот усиление. Единоразово может быть, но и то, думаю, не факт. Вот. А кто? Те самые наши элитные группы, которые себе подключают эти 500% и еще больше, опять же, от нас отрываются. То есть, чтобы мы, общая аудитория, не забрали большую часть токенов. И вот что я по поводу этого всего думаю. Больше сюда вносить донат у меня нет никакого желания, потому что я понимаю, что из этого среднего класса я не вырвусь. Даже если сейчас занесу там 1000-2 долларов, то у меня уже по времени не хватит даже догнать эту элиту, да, и это будет пустая трата денег и времени. Донаты сюда вносить больше вообще не собираюсь. Буду вот, сколько хватает у меня корма подключать кормежки животных, да, усиления какие-то, плюс альянс там немножечко приносит. Но моя ошибка, одна из самых главных, была создать альянс. Я решил все-таки создать альянс. Надо было просто вступить в самый топовый альянс, да, и идти сейчас вот, допустим, если мы перейдем с вами в альянсы, да, если бы я не сглупил, вот, допустим, в какой-нибудь из крупных альянсов, мог бы выйти, зайти заново вот в 12 уровня в альянс, у меня бы сейчас было 70% к прибыли в час, а у меня 25%. Да, это была моя ошибка, я сглупил, создал альянс, так как токены, которые мы зарабатываем, мы их получим, за альянсы я ничего дополнительно не получу. Сюда плюсом я еще в этот альянс вкладывал корм, чтобы повышать его уровень, он у меня сейчас 5 уровня, и тут люди, которые у меня есть в альянсе, они понемножечку тоже свой корм вкидывают, но мне кажется, если вы смотрите, находитесь в моем альянсе, сейчас уже это бесполезно, бесполезная трата, мне кажется, корма. Да, вот мой альянс 5 уровня, и вот мы потихонечку пытаемся. Смысла я уже не вижу. Я тоже его сюда вкидываю. Но я не вижу смысла уже как-то здесь пытаться какие-то новые вольеры строить. Сейчас буду просто ждать, сколько накапает токенов, столько я и получу. Единственное, что мне кажется, что я даже не смогу отбить свои вложенные сюда средства, потому что уже давно сюда не вносил донат. И думаю, меня побреют тем самым. Побреют вот как низший кластер среднего класса, вот так вот. Вот такие вот сегодня были грустные мысли по поводу тапалки ЗУ. Она меня крайне разочаровывает, потому что чем ближе мы подходим к окончанию фазы майнинга, тем больше нам наваливают вот этого вот донатной вот этой вот составляющей. И все больше, вот больше и больше появляется вот этого донатного. То есть и оно настолько крупное, да, что невозможно это все приобрести. То есть вот эти новые вольеры, в которых нужно по 200, по 100 баксов вкидывать, чтобы их купить, поучаствовать вот в этих там соревнованиях. Тяжело и страшно. Страшно об этом подумать. То есть, но и сделали так, что теперь бесплатно мы здесь ничего добыть не сможем. Не знаю, хватает, если вы кто-то играете бесплатно, не вносите донат, скажите, хватает вот этих вот выполнения заданий, бонусов, ребусов и коробочек, чтобы кормить животных хотя бы ежедневно, не говоря уже там о усилениях каких-то и постройке новых вольеров. Хватает хотя бы, чтобы у вас прибыль в час капала, а не стояла на месте. Я вам крайне не советую заходить в тапалки, чтобы вот как я вот так вот потом не разочаровываться в них.
Тем более не вносить туда донат. Возможно же, как я и сказал, что я в ЗУ даже не смогу отбить свое, уйду в минус. И это весьма печально. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.